Привет, это Bubble на канале Технозон, и сегодня мы с вами обозреваем приставку M8S Plus L. И это вот такая вот малышка, самый что ни есть бюджетный вариант на AMLogic S912. А это 8 ядер до 1,5 ГГц. Конечно, я вам скажу, приставочка вышла странная. В ней нет LAN-порта, в ней нет 5 ГГц, в ней есть Wi-Fi 2,4 ГГц, нет Bluetooth. Я так понимаю, что некоторые сейчас, слушая меня, думают, что это за чудо вообще к нам пришло. Но скажу вам честно, не все так плохо. Как для бюджетного варианта, который можно использовать лишь для просмотра онлайн-контента или фильмов, записанных на жесткий диск, эта приставочка подходит очень даже хорошо. Самое интересное, что на сайтах продавцов не заявлена поддержка кодека VP9, а это значит, что в YouTube вроде бы как не должно быть 2К и 4К. Но дальше я вам покажу, что AIDA64 видит кодек VP9 от AMLogic, а это аппаратный кодек. Далее я вам покажу, что YouTube ATV в 2К и в 4К покажет вам видео без дроп-фреймов, а это значит, что такое видео идет абсолютно без фризов. Конечно, для того, чтобы проигрывать 4К, вам нужен достаточно мощный роутер, я говорю это сразу. 2,4 ГГц здесь вытягивает до 50 мегабит. Я использовал Tenda AC10, кстати, обзор есть у нас на канале, и попробовал ее на Xiaomi Mi Router 4. На этих двух роутерах скорость 2,4 Wi-Fi здесь была в среднем 40 мегабит. И да, этого действительно достаточно для того, чтобы проигрывать 4К контент на YouTube. Но я бы не советовал этого делать, потому что влияет очень много факторов. Количество подключенных устройств в сети, внутрисетевой трафик. Поэтому Full HD и 2К это тот потолок разрешения, который можно смотреть беспроблемно в YouTube на этой приставке. Хотя здесь стоит 8-ядерный процессор, об играх не идет речи, потому что здесь нет Bluetooth. Я не захотел возиться и подключать проводной джойстик, потому что для этого необходимо устанавливать дополнительные модули. Да, в принципе, и цена у этой приставки такая, что мы все понимаем, что это не игровой флагман, даже несмотря на то, что в ней есть 8-ядерный AMLogic S912. Кстати, ссылочку на эту приставку я положил специально под видео, для того, чтобы вы убедились, что это действительно бюджет на 8 ядрах. Ну и как обычно, мы в тесте проведем тротлинг-тест, мы с вами посмотрим мультимедийные возможности просмотра онлайн-контента. Хочу отдельно отметить Torrent Stream Controller. Эта программа начала портиться на глазах, и в бесплатной версии посмотреть телевидение не так уж просто, как это можно было сделать раньше. Постоянно проходила при буферизации, выскакивало окно с предложением купить платную версию. Поэтому я, наверное, потихонечку буду отказываться от данной программы в пользу других программ для просмотра онлайн-телевидения. Самое интересное, в то же самое время Lazy Media Deluxe и Kinotor показывали онлайн-торрент абсолютно без каких-либо проблем. Поэтому грешить на саму приставку, либо на A-Stream Media у меня абсолютно не было никаких причин. Так что данная приставочка получилась как нельзя лучше для просмотра онлайн-ТВ. Конечно, для игр не подходит, но для игр есть, знаете что? А есть Nvidia Shield TV 2017 года с игровым контроллером, который разыгрывается на момент записи этого видео у нас на канале. А все условия акций о розыгрыше Nvidia Shield TV лежат по ссылочке в описании под видео. Поэтому я вам советую подписаться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить все те розыгрыши, которые у нас будут идти и после Nvidia Shield, а там призы просто нереальные. Я уже даже знаю какие, но пока не скажу. Ну и само собой под видео лежат ссылочки на наши паблики ВКонтакте, Viber и Facebook, где происходит очень много интересного общения, советов, ссылок, купонов, акций. Да не мне, в принципе, вам рассказывать. Ну а сейчас я предлагаю взять эту приставочку и сказать мое фирменное «Поехали, ребят!». Mi-Cool M8S Plus L. Вот такая вот приставочка. Мы сразу видим бело-зеленую коробочку. Здесь у нас написано о том, что это Android, как будто непонятно. 8 ядер, HDR, H265 кодек и, к сожалению, 2,4 ГГц Wi-Fi. Но насколько этот Wi-Fi хорош, мы с вами посмотрим немножко дальше. Сзади у нас написаны спецификации. 8 ядер Cortex A53 до 2 ГГц. GPU Mali T820MP3. 2 гигабайта оперативки, 16 гигабайт хранилища. HDR 10 есть. Ну и 4К, 2К Ultra HD. В принципе, достаточно интересная конфигурация вот для такого себе бюджета в 8 ядер. Ну, как-то так. Давайте открывать и посмотрим, что же у нас внутри. А внутри у нас приз. Эта приставка, она нереально маленькая. У меня такое ощущение, что ее скопировали с Mi Box 3.
Серьезно вам скажу, смотрите, у нее закругления есть такие же, но сзади она немножечко рубленная. И единственное отличие от Mi Box 3 это наличие двух портов USB. Аудио-видео выход точно так же. Есть такой же разъем питания, как у Mi Box 3. Ну, как-то так. Сзади мы видим очень большое количество диффузоров для отвода тепла. Но и по весу она не легкая, а это говорит о том, что там есть достаточно интересный радиатор. Здесь есть обозначение Android TV. Ну, вы знаете, достаточно интересная приставка. В коробочке у нас также есть вот такой вот пульт, но, к сожалению, он без голоса. Стандартный блок питания, стандартный HDMI кабель и все. Нас больше здесь ничего не интересует. Берем нашу приставочку и вперед быстрее обозревать. Вот такой вот компромиссный вариант от Micool на S912. Давайте посмотрим интерфейс. Интерфейс у нас не затейливый. И он отличается достаточно интересными вещами, такими как наличием клинера. Кстати, на клинере колесо 8, прошу заметить. Вы можете добавлять приложение в нижнюю панель. Давайте зайдем в настройки. Настройки здесь это самое интересное. Настройки у нас вот такие вот. Они полностью переделанные под эту приставку. Нет никакого доступа к дополнительным каким-то настройкам системы. Но это немножечко не так. Мы сможем получить доступ. Я вам сейчас покажу как. В сети у нас есть Wi-Fi. Wi-Fi 2,4 ГГц. Есть VPN настройки. Видео и аудио. Разрешение у нас оно поддерживает от 480p 60 Гц до 4К 30 Гц. Также здесь есть положение экрана, вы можете менять зум. И есть поддержка ЦИК, CEC технологии. В данном меню есть подменю выбора формата аудиовыхода PCM, SPD RAW и HDMI RAW. Очень удобно для подключения к ресиверам. Есть генеральная какая-то, где можно выбрать язык, настроить дату и время и добавить аккаунт. И есть о коробке. В коробке есть обновление системы. Она поддерживает обновление по OTA. Ну, не знаю, насколько будет Micool поддерживать эту приставку. Место хранения. Сейчас занято у нас 11 гигабайт, потому что я сюда устанавливал приложений и тестовых файлов. Вот есть информация о системе Android 7.1.2 M8S плюс L. Версия ядра. Есть также руководство пользователя. Вот руководство пользователя достаточно интересное, хотя оно на английском языке. Не будем останавливаться на нем. И в принципе меню-то на этом все заканчивается. Но не все так просто. В меню мы войдем через одно из приложений, которое мы установили. Мы уже настроили данную приставку. Давайте уже традиционно выведем температуру на экран. Температура у нас в простой сейчас, пока я вам показываю, 56 градусов. Доступ к полной версии настроек Android возможно получить либо через Nova Launcher, либо через Halva TV Player, либо через Lazy Media Deluxe. Да-да-да, эти приложения Lazy Media Deluxe и Halva TV Player позволяют работать как внешняя оболочка, поэтому из них есть доступ к полноценным настройкам. Я вам это позже покажу, но в принципе мы можем получить их из Nova Launcher. Вот в Nova Launcher мы идем в настройки, вернее в меню, выбираем настройки и вуаля. Что мы здесь видим? Здесь мы видим настройки сети, здесь мы видим HDMI, CSC, здесь мы видим управление звуком, есть выбор объемного звука, есть вариант управления заставкой. В дисплее вы можете выбрать Dolby Vision, можно выбрать варианты цветовых профилей. Здесь нет 10 бит, потому что мое записывающее устройство не поддерживает 10 бит, но здесь есть HDR. И здесь есть вот разрешение экрана. Также здесь есть очень крутая штука, как статус-бар. Вы можете включить статус-бар, либо выключить. Я, честно говоря, давно не видел, чтобы это включали в настройки дисплея. Хранилище, здесь у нас 16 гигабайт хранилища, вот мы можем зайти в обустройстве. Есть меню настройки действия по PowerKey. В дополнительных параметрах мы можем войти вообще в такие настройки. То есть, в принципе, доступ к настройкам у нас есть. То, что нет, конечно, меню Bluetooth, потому что его просто здесь нет, мне не очень понравилось, потому что я хотел на ней поиграть. Но это все мелочи, мы эту приставку рассматриваем для других целей. Давайте посмотрим, что нам показывает AIDA 64. AIDA 64 показывает модель M8S Plus L. Платформа iMlogic, 2 гигабайта оперативной памяти, доступной порядка 1 гигабайта. Из коробки доступно 11,5 гигабайт. Центральный процессор это 64-бит 8-ядерный Cortex A53. Фактически это iMlogic S912. Графика здесь Mali T820, частота 60 Гц. Поддерживается версия OpenGL ES 3.0.
Ну и температура у нас соответствует нашей температуре на датчике, который плавает. Правда, датчик обновляется немножечко реже, чем температура в AIDA. Давайте теперь проведем спид-тест. Учитывая то, что здесь нет LAN и есть только 2,4 ГГц, качество спид-теста нас очень сильно волнует. Давайте нажмем начать. Данная приставка подключена к роутеру Tenda AC10, обзор которой у нас есть на канале. Приставочка спокойно выдала 41 мегабит на чтение и 44 мегабита на отдачу, что в принципе является достаточно неплохими показателями для 2,4 интернета. Но нужно учесть, что должен быть хороший роутер. Ну и чтобы избежать потом лишних разговоров, мы с вами проведем тротлинг-тест данной приставки, и это обязательно. Стартуем тест. Вот мы с вами видим уже почти конец тротлинг-теста, 79 градусов, выше 80 температура не поднимается. Как бы стабильненько все, зеленый график, в красную зону мы не вывалились, посмотрим потом минимальное значение. Вот тротлинг-тест закончен, 15-минутный, у нас падение было максимально до 87%, что в принципе достаточно хорошо для данного типа процессоров. Температура во время тротлинг-теста не поднялась выше 80 градусов, вот эти проседания 2, это когда она достигала 80, после этого обратно у нас росла производительность. Ничего плохого на тротлинг-тесте мы с вами не увидели. Ну и раз уж мы с технической частью разобрались, давайте переходить к тестированию мультимедийных возможностей данной приставки. А для начала я предлагаю протестировать, какие же файлы она вытягивает. К сожалению, AFR в данной приставке не работает, но за такую цену его здесь и не должно было быть. Как я ни пытался, у меня не удалось получить смены частоты ни на один из режимов. Что касается Jellyfish, то без проблем она вытягивает 250 Mbps файл 4К 10 бит, аж 265 кодек. Вот, пожалуйста, проигрывается, отлично проигрывается, ни фризов, ни тормозов, на 250 Mbps нет. Поэтому смотреть на ней можно 4К достаточно тяжелые фильмы. Отлично воспроизводит, хорошо отрабатывает HDR. Сейчас мы с вами попробуем запустить 300 Mbps. И 300 Mbps у нас тоже пошел отлично из тестовых файлов. Мы видим, что на таком тяжелом файле температурка по чуть-чуть начинает расти. А вот 400 мегабит это уже, конечно, неподъемная ноша для данной приставки. Мы видим микрофризы, но в принципе мы и не планировали получить чего-то большего. Если с проигрыванием тяжелых 4К файлов HDR10 все понятно, то давайте теперь посмотрим, как работает YouTube. Для того, чтобы потом не говорили, что я подделываю какие-то видеофакты проигрывания 4К, я использую YouTube ATV. При этом попрошу заметить, что на сайте продавца не заявлена поддержка VP9, и я вам сейчас покажу, что она действительно есть. Для тех, кто немножечко понимает, что написано в этом диагностическом окошке, то это сейчас воспроизводится 2К файл 30 FPS, который даунскалируется во viewport Full HD, и внизу есть dropped frames. Это значит, этот показатель показывает наличие фризов. Drop frames — это сброшенные кадры, которые и являются в принципе фризовыми. Мы видим, что используется кодек VP9. Данная приставка проигрывает VP9 на Wi-Fi 2,4 ГГц. Я специально проигрываю подольше, для того, чтобы потом не говорили, что я что-то опять скрываю, 4К или 2К не воспроизводится. Ну вот, пожалуйста, мы видим, что dropped frames у нас нет, то есть 2К на 2,4 ГГц Wi-Fi воспроизводится абсолютно отлично. На 7000 кадров у нас нет ни одного дропа в 2К на 2,4 ГГц Wi-Fi. Вот, пожалуйста. Мы можем поставить 4К и посмотреть, какие дропы будет давать у нас 4К на VP9. И вот 4К за 4500 фреймов не было ни одного дропа. Мы даже 4К VP9 в YouTube проиграли на YouTube ATV последней версии. На 2,4 ГГц Wi-Fi на 40 мегабит. 40 мегабит достаточно для проигрывания 4К. В общем-то, я буду заканчивать тест с YouTube. Мы можем 100 раз доказывать, что эта приставка не тянет 4К. Плавненько переходим к проигрыванию онлайн-контента, в частности IPTV телевидения, онлайн-кинотеатров и, возможно, торрент-стрим телевидения, хотя я его не сильно-то и долюбливаю. IPTV мы будем тестировать на Halva TV Player Plus.
Halva TV Player стал давно золотым стандартом воспроизведения IPTV телевидения. Вот мы видим HD каналы, мы можем их переключать, они переключаются мгновенно, абсолютно без каких-либо тормозов. Все отлично и хорошо работает. Сейчас я использую плейлист Edema, и этот плейлист это всего лишь $1 в месяц за более чем 400 каналов. Также Halva TV Player поддерживает EPG и поддерживает архивы. Вы можете в архиве посмотреть любой фильм, который есть за последние 2 недели. Вот как пример мы включили Nickelodeon, и можно в принципе смотреть мультфильм. В общем-то, Halva TV Player отличный плеер, и ссылочка есть в описании под видео. Ситуация с Halva TV Player понятна, давайте теперь попробуем, как у нас работают онлайн-кинотеатры. А онлайн-кинотеатры мы будем использовать Kinotor и Lazy Media Deluxe. Обе версии мы будем использовать Pro. Вот я предлагаю посмотреть что-нибудь в Blu-ray качестве. Вот, пожалуйста, у нас заработал фильм онлайн на Kinotor. Не скажу, чтобы у меня были к нему претензии, поэтому... Температуру держит неплохо, это 65-66 градусов при проигрывании. И в процессе проигрывания температура постепенно падает. Скорее всего, здесь убираются нагрузки интерфейса. Можем перемотать на серединку. Насчет онлайн видео в Kinotor все понятно. Предлагаю попробовать, как работают торренты. Давайте попробуем, начнем с HDRIP, потянет ли он HDRIP на 2,4 ГГц Wi-Fi. Вот идет пребуферизация. И он заработал. HD файл заработал через торрент. Давайте попробуем переключить. И вот я уже некоторое время просмотрел этот файл. Температура поднимается до 72 градусов при просмотре торрент. А это, как мы знаем, один из самых тяжелых вариантов просмотра онлайн-контента. Но при этом работает все отлично. Lazy Media Deluxe Pro достаточно крутой кинотеатр, который можно использовать как оболочку. Мало того, вы можете получить здесь доступ на такой приставке с отсутствием системных настроек, тоже к системным настройкам самой приставки. Это очень удобно. Но мы здесь не для этого собрались, мы здесь собрались для того, чтобы посмотреть, как работает кино. Сразу идем в Kino HD, потому что меня интересуют Ultra HD 4K фильмы. Я уже привык все это проверять на миссии Serenity MP4 4K. И он стартанул практически мгновенно. Но 4К, конечно, идет немножечко с притормаживаниями. Поэтому рассчитывать на то, что на 2,4 ГГц Wi-Fi посмотреть супер тяжелые какие-то файлы иногда, может быть, будет тяжеловато онлайн. Но мы с вами по YouTube видели, что 4К на YouTube он тянет. Но я, конечно, тоже под сомнением. Потому что все зависит от качества интернета очень сильно. Хотя вот сейчас 4К файл работает, то есть началось с подторможениями, но сейчас он работает очень даже неплохо. Давайте попробуем перемотать это дело. Нет, работает отлично. При этом практически мгновенно перематывает, мне очень нравится. Смотрите. Ну нет, никаких проблем нет. 70 градусов при воспроизведении 4К онлайн, это достаточно неплохой показатель для этого процессора без охлаждения. И при этом она еще и падает, то есть 69. Я так понимаю, что когда убирается нагрузка интерфейса, сразу же проседает температура. А давайте-ка попробуем этот же фильм посмотреть через торрент в том же Lazy Media Deluxe Pro. И давайте 720p HDTV 467 гигабайт. И вот у нас заработал торрент онлайн файл, да, 4 гигабайта. Достаточно тяжелый файл. Смотрим на температуру 67, потому что A-Stream Media обычно повышает температуру устройств достаточно хорошо. Поэтому Lazy Media Deluxe Pro это очень-очень хороший кинотеатр, он мне очень нравится, рекомендую. Ссылочка на его обзор есть в описании под видео. Здесь есть очень много всего интересного. Но мы не будем останавливаться на Lazy Media Deluxe Pro и посмотрим с вами еще, как работает торрент стрим телевидения. А это нам тоже важно, потому что некоторые его очень активно используют. Ну и сразу, не заходя далеко, идем в Music HD. И вот почему я не люблю торрент стрим телевидения.
Нет активных пиров, обновите список каналов. Вот, пожалуйста, вы не всегда можете посмотреть торрент стрим телевидения, потому что очень важно, чтобы были активные пиры, которые тоже смотрят с вами это телевидение. К тому же торрент стрим телевидения обычно очень греет приставку из-за того, что вы не только смотрите и получаете пакеты из интернета, вы еще и раздаете эти же самые пакеты торрент телевидения, да, для того, чтобы другие люди тоже смотрели. Это дополнительная нагрузка. Давайте попробуем другой канал. И другой канал тоже у нас не буферизируется. Torrent Stream Controller, к сожалению, что-то у нас не дает ничего посмотреть. Давайте попробуем хотя бы еще один канал. Но опять вот эти выскакивания с полной версией. Честно говоря, в последнее время Torrent Stream Controller вообще хочется исключить, потому что покупать постоянную подписку с периодичностью оплаты не совсем хочется. Вот какой-то канал заработал. Да, он заработал, но, сомнительного качества канал. Давайте перейдем в HD, найдем все-таки какой-нибудь канал с хорошим качеством. Не знаю, попробуем сейчас. Ну и мы видим, что Torrent Stream Controller все-таки не хочет работать. Он показывает 240 килобит соединения, а это совсем мало. Вот почему Torrent Stream телевидение проигрывает по сравнению с тем же IPTV. Вот мы сейчас, например, зайдем обратно в халву TV Player и увидим, что IPTV при этом работает просто идеально. Вот, пожалуйста, вот IPTV в HD качестве работает отлично. Поэтому я считаю, что нужно уже, наверное, вот, кстати, Viasat Nature History HD. Я считаю, что нужно уже потихонечку отказываться, наверное, от Torrent Stream телевидения, потому что это начинает уже надоедать. Ну, а я уже, в принципе, сложил впечатление об этой приставочке. Мы с вами посмотрели мультимедийные возможности, мы с вами посмотрели технические возможности. И, в принципе, мы можем с вами перейти и прорезюмировать данное видео. Ну что, приставочка получилась неоднозначная. Неоднозначная в плане того, что у нее достаточно мощная начинка, но достаточно бюджетный функционал. Вот как-то так. 8 ядер, 2х16, неплохой 2.4 Wi-Fi модуль. Это все идет в коробочку плюсов. Также в коробочку плюсов идет невысокий уровень нагрева и отсутствие тротлинга. Конечно же, в ней есть минуса, это отсутствие Bluetooth. Если бы они положили сюда Bluetooth, то ее можно было бы позиционировать как такой бюджетный микс на 8 ядрах, на котором еще и можно будет поиграть в какие-то незатейливые игры. Но даже без этого эта приставка заслуживает своего внимания. И как итог, мнение команды Технозон таково. Если вы ищете бюджетный вариант на 8-ядерном S912 и вам не важно наличие LAN RJ45, то этот вариант именно для вас. Но Технозон также предупреждает, что здесь есть порты USB 2.0, поэтому посмотреть очень тяжелые 4К фильмы с флешки не получится. Вы спокойно сможете смотреть 4К фильмы с HDD, с SDD, которые вы будете подключать через USB адаптеры, но и вы должны быть готовы к тому, что не получится посмотреть очень тяжелые фильмы торрент онлайн. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока!